Всем привет! И сегодня на моей кухне будет сладкое удовольствие в виде торта муравейник. Это наше любимое лакомство с детства. Многие его любят, я в том числе. Поэтому сегодня я поделюсь рецептом, как пеку торт муравейник я. Дело в том, что я делаю не совсем стандартное классическое тесто для этого торта. Поэтому все сейчас расскажу и покажу. Нам понадобится сегодня пачка маргарина 250 грамм, 2 столовые ложки майонеза, чайная ложечка соды, немножко соли, 2 яйца, 2/3 стакана сахара и муки. У меня здесь 650 грамм, но я посмотрю, сколько у меня уйдет, и вам обязательно скажу. А также сгущенное молоко вареное, 2 банки, но у меня, скорее всего, уйдет 1,5. И половиночку банки молока сгущенного простого. И для начала нужно взять большую тару, которую можно нагревать. Может быть кастрюля, может быть вот как у меня металлический вок. Потому что здесь сейчас мы будем топить маргарин, а затем там же дальше замешивать тесто. Поэтому она нужна большая. Маргарин я растапливаю на средней температуре, чтобы он не кипел, а плавился. Маргарин растопился. Убираем его с плиты. Даем немного остыть, потому что он не должен быть горячим для введения остальных ингредиентов. И следующим шагом мы добавляем в него сахар. Хорошенько размешаем сахар. Весь он, конечно, полностью не разойдется, на это нужно очень много времени. Но когда мы будем замешивать тесто, он постепенно разойдется в нем до конца полностью. Следующее, что мы вводим в тесто, это сырые яйца. Их тоже нужно хорошо вмешать. За основу для этого торта я беру самое свое любимое песочное тесто. Рассыпчатое, хрустящее и тающее во рту. Этот рецепт уходит своими корнями глубоко в мое детство. Еще когда мы с мамой пекли печенье из песочного теста, и которые действительно были настолько рассыпчатыми и таяли во рту, что я запомнила этот рецепт с детства. И именно по этому рецепту в это тесто входит майонез. Да, небольшая ложечка, 1,5-2 для большой порции, но майонез. Именно он позволяет этому тесту быть рассыпчатым. Поэтому следующим шагом мы добавляем майонез. Теперь немного соли, щепотку. Добавляем соды, чайную ложку. Еще раз промешиваем. И теперь нужно вводить муку. Муку обязательно нужно просеивать и вводить небольшими порциями. Вот так постепенно за несколько раз вводим всю муку. И вот теперь, когда мы ввели всю муку, кстати, ушла вся мука, все 650 грамм, теперь можно уже замешивать тесто руками. Вот видите, тесто все еще выделяет жир, маргарин, да, оно все еще такое блестящее, руки масляные, значит муки все-таки еще чуть-чуть не хватает. Я добавлю еще грамм 50-100, не больше, потому что переложить муки тоже не нужно в это тесто. И замешу его до конца. Вот видите, оно становится более сухим, маргарин ушел. Все, такая консистенция нам нужна. Теперь из этого комочка теста нам нужно слепить небольшие шарики и отправить их в заморозку. Я делаю вот такие брикеты, потому что их удобно замораживать и удобно потом натирать. Все, наши брикетики теста готовы. Теперь их нужно отправить в морозилку, чтобы они чуть-чуть затвердели, чтобы их было легко натирать. Это займет где-то минут 15-20. Ну а пока наше тесто слегка замораживается, можно приготовить крем. Для этого нужно всего лишь навсего смешать вареную сгущенку с небольшим количеством невареной, обычной белой. Вы знаете, мне кажется, этого крема будет маловато. Я люблю, когда крема много. Добавлю я остальную сгущеночку в крем. Все, наш крем готов.
Прошло 15 минут, тесто уже достаточно затвердело, но все равно оно еще мягкое. Это нам и нужно. Теперь его можно натереть либо просто на крупной терке, либо, как это делаю я делаю на комбайне, на котором тоже есть крупная терка. Это быстро и легко. Все, тесто у нас готово. Оно такое меленькое, рассыпчатое. Именно благодаря этому его очень легко будет раскрошить. Теперь убираем его в духовку, разогретую до 200 градусов. И выпекаться наше тесто будет минут 15-20. Нужно будет смотреть до золотистого румяного цвета. Если при этой температуре краешки начнут гореть, у песочного теста такое бывает, можно температуру убрать до 180 градусов, 170 может, и допекать уже на более низкой температуре. Наше тесто зарумянилось, оно уже очень красивое, золотистое. Посмотрите, какая красота. Теперь нужно его немножко остудить и перекладывать в глубокую миску для того, чтобы его раскрошить. Готовую крошку нужно довести до такого состояния, чтобы остались крупные кусочки, также были мелкие. Все, она у нас готова. И теперь всю эту крошку нужно поместить в крем. Все нужно тщательно перемешать, чтобы не осталось вот таких вот сухих участков. И вот эту массу теперь нужно выложить на блюдо в виде муравьиной горки, как муравейник. Ну вот и все, наша горка оформлена, осталось ее только немного украсить. А украшу я ее, конечно же, шоколадкой, протертой на мелкой-мелкой терочке. Вот такой вот вкусный и довольно-таки простой торт у меня сегодня получился. Ну а вам я желаю приятного аппетита, легкой выпечки. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, если вам понравился этот рецепт. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, там всегда много всего интересного. Ну а у меня на этом все. Пока!